Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре внешний бокс от компании Orica. И я считаю, это самый интересный бокс в плане дизайна. Кстати, данный внешний бокс можно купить по хорошей привлекательной цене в официальном магазине Orica на AliExpress. Ссылочка есть внизу. Переходите, смотрите, сравнивайте. Смело можете покупать. Друзья, мне кажется, я нашел для себя идеальный внешний бокс для NVMe SSD накопителей. Это Orica, и это у нас моделька CP-M2C3G2, если быть точным. Кстати, по упаковке видно, что данный внешний бокс бывает в черной и красной расцветке, но вы посмотрите, какой эффектный красный. Это просто, я считаю, вообще ничего не напоминает. Мне кажется, здесь есть сходство с брендом Supreme. Я думаю, молодежь меня поймет. Более того, корпус у нас компактный, глянцевый, приятный на ощупь при этом. У нас в комплекте очень удобный кабель. Это Type-C с переходником на Type-A, который у нас прицеплен к самому проводу. Ну, прям просто пушка. А что еще нужно? А еще нужно то, чтобы мы могли с вами легко и удобно открыть корпус и достать накопитель, который находится внутри. Здесь все сделано максимально просто, ничего не болтается, все четко защелкивается и все прямо по красоте. Внутри у нас как бы есть система охлаждения, система отвода тепла от контроллера на металлическую пластину. Да, она скромненькая, и ее в принципе должно хватить, если вы не собираетесь гонять там, я не знаю, сотни гигабайтов. Вот. Так вот все это дело выглядит. Вы все это увидели на видео, всю сборку. Здесь у нас есть индикатор. Он у нас должен быть синего цвета. Но, блин, я просто тащусь от дизайна. Это реально очень яркая, классная вещь. И если вы хотите сделать кому-то приятный подарок, я думаю, внешний бокс, даже без SSD человек купит сам, это будет очень приятная штука. Данные боксы у нас существуют как для NVMe SSD накопителей, так и для M2 SATA накопителей. И тут, я думаю, если у вас завалялся какой-то NVMe или M2 SATA накопитель, использовать его в таком красивом корпусе, я думаю, это прямо одно удовольствие. Но давайте подключать и переходить к тестам. Ну, в первую очередь перейдем на официальную страничку нашего внешнего бокса Orica. В моем случае использую бокс 10 гигабитный. Для NVMe SSD накопителей бывает также и для SATA SSD. Так что имейте это в виду и не перепутайте. Отличия не только по кабелю. То есть здесь у нас обычный Type-C, Type-A, а здесь у нас гибридный, где у нас есть сразу же переходничок в комплекте. Вот, ну и, конечно же, будет по скоростям 10 гигабит в секунду, либо 6 гигабит в секунду на SATA M2 накопителя. Идем вниз, рейтинга отзыва пока нету, надо обязательно оставить, потому что купил я именно здесь, это Orica Official Store. Смотрим описание, где нам тут все рассказывают, расхваливают, все круто. В общем-то, это внешний бокс, давайте переходить к его тестам. Давайте подключать и смотреть, что и как у нас будет. Подключил, синий светодиод у нас загорелся. Отлично, ну и SSD у нас без проблем определяется. Давайте посмотрим в Crystal Disk Info, определится он у нас или нет. Да, определился. Это внутренний SSD 970 EVO+ от Samsung. Давайте запустим CPU-D хардовый монитор для контроля за температурой нашего внешнего бокса. Отлично. Так, температура у нас здесь не отображается. Ну да ладно. И давайте переходить к первому тесту. Это у нас, конечно же, Crystal Disk Mark. Тест у нас подходит к концу. Максимальная температура 67 градусов. Да, немало, но все равно пока более-менее все нормально. Корпус у нас пластиковый и какого там теплоотвода, кроме как на внутренний радиатор, в корпусе нет. Но ждем завершения.
Все отлично, скорости у нас соответствуют пропускной способности 10 гигабит в секунду USB 3.2 Gen 1. Здесь мы видим 1022 на чтение, 968 на запись, плюс-минус, да, соответствует. Ну и, конечно же, из-за того, что у нас все-таки там преобразователь из NVMe в USB, мы с вами видим 28 мегабайт в секунду на случайном 4К чтении. Кстати, в утилите AES-SSD Benchmark при выборе нашего накопителя мы видим, что здесь используется контроллер Realtek RTL 9210, который сигнал от NVMe накопителя преобразует в USB. И в итоге в утилите AES-SSD Benchmark наш SSD внутри внешнего бокса набирает 808 баллов. Да, отличный результат. Давайте смотрим, как сильно разогреет наш SSD внутри бокса утилита ATO Disk Benchmark. ATO Disk Benchmark у нас разогревает наш SSD до 79 градусов. До тротлинга остается всего ничего, но нет. Корпус справляется, и SSD в тротлинг у нас не уходит. Ну, на игровом бенчмарке 3D Mark наш SSD внутри внешнего бокса набирает 1004 балла. Для внешних боксов отличный результат. Что ж, сейчас сворачиваем все наши синтетические тесты. На всякий случай покажу вам операции ввода-вывода, которые у нас были зафиксированы в синтетике. Ну и выполняем команду Trim на нашем накопителе E через оптимизацию, после чего делаем паузу 15 минут и приступаем к тестам на реальную скорость записи. За 15 минут SSD внутри у нас остыл до 44 градусов. Ну и давайте копировать папочку рендер объемом 100 гигабайт и смотреть на реальную скорость записи. 670 мегабайт в секунду, да, это уровень скорости записи на NVMe SSD внутри бокса на 10 гигабит в секунду. В процессе заполнения скорость меняться у нас не будет, потому что скорость даже после заполнения SLC кэша у нас выше, чем 670-650 мегабайт в секунду. Но давайте заполним наш SSD на 400 гигабайт и посмотрим на температуру в конце. И будет ли тротлинг, потому что после первой папки 63 градуса. Уже 66. В конце записи второй папки у нас все так же 650 мегабайт в секунду. Что касается температуры 81 градус, тротлинг совсем скоро наступит. Давайте продолжать. А вот и тротлинг. Вот скорость у нас просела. Да, 84 градуса, и скорость у нас упала до 400 мегабайт в секунду, 450. Что ж, в любом случае, даже в тротлинге здесь неплохой результат и скорости достойны. Да, лишний раз мучить SSD такими перегрузками я не вижу смысла, поэтому отменяем запись, удаляем все записанные данные. Ну и давайте подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены. Наш внешний бокс Orica показал себя так же хорошо, как показывают себя все 10-гигабитные внешние боксы от Orica. Здесь у нас реальная скорость записи 650-670 мегабайт в секунду, если у вас внутри стоит нормальный SSD накопитель. И на тестах 1000 мегабайт в секунду, что соответствует пропускной способности 10 гигабит в секунду. Здесь мы с вами увидели, все у нас здесь соответствует тому, что заявлено. Что же касается нагрева, то да, здесь скромная система охлаждения, но самое главное, она есть, и со своей задачей она справляется. Да, у нас SSD после длительной записи ушел в тротлинг, но, блин, во-первых, у нас внутри очень горячий SSD, ну и во-вторых, если вы будете копировать с другого быстрого SSD NVMe на внешний NVMe SSD накопитель, то в любом случае у вас разогреется SSD. Так как у нас корпус пластиковый, нет никакого смысла отводить тепло на него, поэтому здесь присутствует металлическая пластинка с комплектной термопрокладкой, и для бытовых задач, я думаю, этого достаточно. Но любоваться этим корпусом, я думаю, вы будете долго, потому что, блин, ну реально же красота. Я прямо кайфую. Вот
Был бы он еще на 20 гигабит в секунду, вообще была бы пушка. Но даже 10 гигабит в секунду для внешнего USB накопителя, даже 6 гигабит в секунду для M2 SATA накопителя внутри, этого будет достаточно для того, чтобы использовать его как внешнюю флешку, как обычную USB флешку, и при этом еще и кайфовать от дизайна. Размер компактный, чуть больше, чем M2 SSD, но в красном цвете. Это самый красивый, не побоюсь этого слова, внешний бокс для M2 SSD. На этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Я надеюсь, вам все понравилось. Я надеюсь, вы кайфанули так же, как и я, от моего нового внешнего бокса, который будет у меня на подхвате. Ну а теперь точно все. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот внешний бокс Orica, ссылочку на официальный магазин AliExpress оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и не глядя покупайте.